Владимир, представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Владимир Рогов, лидер Славянской гвардии, председатель Комитета государственного строительства Новороссии. Расскажите, пожалуйста, что вас привело в Санкт-Петербург? Ну, в Санкт-Петербург я приехал по приглашению наших старых друзей уже, да, не просто товарищей и соратников, вот Татьяны Мелентьевны и группы единомышленников. Мы вместе пообщались, обсудили то, что происходит, поделились новой информацией, процессами, происходящими в Новороссии, на постукраинском пространстве, ну и вообще всей той геополитической ситуации шире оценили со всеми процессами. То есть вот, ну, не просто поделились информацией, да, а обсудили планы на будущее и поделились теми прогнозами, которые, к сожалению, часто и, слава богу, к счастью, могут произойти на территории бывшей Украины. Ну и, конечно, сейчас основной вопрос по поводу минских переговоров. Видите ли вы какой-либо прогресс? Есть ли надежды? Надежды есть, безусловно. Ну, я, скажем так, испытываю сдержанный оптимизм. Я не буду говорить, что прям так все радостно и хорошо, но мы видим, что несколько недель, слава богу, действительно реально впервые прекратились обстрелы. Начали выполняться минские договоренности хотя бы по этому пункту, да, одному из первых. Я не говорю там о реабилитации заключенных, до этого еще далеко. Я не говорю о конституционной реформе, мы видим, ничего на Украине не происходило. Я уже не говорю о правильных, честных и прозрачных выборах, которых Порошенко боится как огня, прекрасно понимая, что на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской народных республик, которые контролируются сегодня Киевом, если эти выборы проходят по-честному, то на этих выборах выигрывают кандидаты, которые выступают против хунты и которые делегируют свои полномочия непосредственно представителям ДНР, ЛНР. Соответственно, тогда абсолютно по украинским законам при международных наблюдателях абсолютно легально, законно и без сомнений побеждают люди, которые становятся субъектами переговорного процесса, и от которых сложно отмахнуться со словами «нет, это неправильные выборы, мы вас не выбирали» или что-то не то. И мы видим, что это начало меняться абсолютным чудным образом. Совпало начало этих изменений именно после поездки Порошенко в Берлин, где он после встречи с Меркель и Олландом 24 августа исчез просто из информационного поля и неделю нигде не появлялся. Чудным образом, появившись только уже перед нацией, там, да, как это было заявлено 31 августа, 1 сентября, как ответ на события около Верховной Рады. При этом ни слова официальная Украина, официальная хунта не сказала по поводу достигнутых там договоренностей. Мы видим, что это не просто там какая-то пощечина, знаете, это четкое отражение реальности, в которой живет постукраинское пространство. В день так называемой независимости, а по сути, если раньше это была просто независимость от здравого смысла, то это еще была независимость олигархов от своего народа, независимость власти от народа, независимость от здравого смысла, если шире говорить. Мы видим, что понятие Украины, украинской элиты воспринималось как происхождение от слова «украсть». Да? Именно, по крайней мере, именно так неистово все эти чиновники все тащили, воровали, крали, да, и, естественно, этому рано или поздно пришел конец. Я напомню, что в 1991 году, получая независимость, Украина имела 52 миллиона населения и 0 долларов долгов, то есть внешнего долга не было вообще. Сейчас внешний долг уже порядка 200 миллиардов долларов, а население на территории, контролируемой хунтой, сократилось примерно до 35 миллионов человек. То есть минус 17 миллионов жителей и плюс 200 миллиардов долга. Вот результат этой незалежности. При этом впервые человек, называющий себя президентом Украины, отсутствовал в главный государственный праздник у себя в стране, а по первому звонку уехал в Берлин, где был как неродимый ученик, очень жестко, да, наказан. Причем как ученик вся встреча длилась 45 минут. То есть Порошенко 2,5-3 часа провел в самолете в одну и в другую сторону, 45 минут выслушал четкие указания и критику со стороны Меркель и Олланд. Казалось бы, да, вот как показывали Укросмрады, средства массовой рекламы, агитации, дезинформации, что что эта встреча без Путина, что вот как бы Путин не нужен, мы договоримся с Западом. На самом деле все очень просто. Владимир Владимирович дал понять, что Порошенко не рукопожатный, и что выполнение минских договоренностей – это зона ответственности непосредственно Берлина и Парижа.
именно исполнение договоренности со стороны Киева, и что не надо пенять там на США, не надо закатывать истерику. Я напомню, что и Госдепартамент США, и Польша, новый президент, да, Польши ни с того ни с сего начали говорить о том, что надо расширить количество участников переговоров, непосредственно минских договоренностей, нормандского формата, ввести новых субъектов этих переговоров и так далее. Все это было вызвано паникой и пониманием того, что Меркель и Олланд слили, да, что слили они не просто так там или по доброй воле, слили, в смысле начали требовать исполнения этих договоренностей, а по той простой причине, что над Евросоюзом занесся дамоклов меч беженцев. И это не просто какой-то беженцы, как кризис беженцев. Это массовый исход народа из тех земель, тех стран, которые разорены войной, начатой англосаксами. Мы прекрасно помним, что именно США и Великобритания были главными источниками этой агрессии. В силу неразумности, а скорее всего в силу внешнего давления и влияния, эту агрессию поддержали и Франция, и Италия, и другие страны, которые сейчас расхлебываются сотнями тысяч беженцев в своей земле. И только помощь России может решить эту проблему по беженцам путем стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Мы видим, как в Сирии сейчас быстро теряют свою позицию террористическая организация ИГИЛ. Сколько денег, сколько сил и сколько оружия было вложено англосаксами, прежде всего американцами, да, в создание этой террористической организации. И вдруг она в считанные недели теряет сотни квадратных километров территории, которые контролировала. Это только начало процесса. Я думаю, что после речи Владимира Владимировича на Генассамблее в ООН мы увидим много интересных событий, в особенности на Ближнем Востоке и прежде всего Сирии. Здесь еще стоит отметить и открытие мечети, непосредственно, да, вот кафедральной мечети, соборной мечети в Москве. Она открыта на 1,5 года раньше, чем планировалось. При этом на открытии присутствовал Эрдоган. А я все-таки напомню, что он премьер-министр Турции, который ведет очень активную политику на севере Сирии и поддерживает террористов, да, прежде всего сирийскую свободную армию, из которой и началась, собственно говоря, эта гражданская война, и является своего рода, в том числе, перевалочной базой для поставок оружия террористам. То есть тут мы видим, что Эрдоган прибывает по первому звонку Путина, он не может отказаться от такой чести присутствовать на открытии мечети, но находится там не совсем радостным, хотя событие вроде для мусульманина более чем радостное, прекрасно понимая, что его ждет серьезный разговор и понимание того, как резко меняется сирийский вопрос. Здесь же можно еще говорить и о резко изменившейся ситуации и позиции со стороны Саудовской Аравии, которая из антироссийского вражеского государства вдруг стала превращаться в вполне лояльное и чуть ли не дружественное, по крайней мере, по риторике и тем действиям, которые начали проводить. Поэтому я предлагаю рассматривать Минские договоренности не оторванно от всего, а как составляющую часть противостояния, да, которое идет на многих фронтах. То есть это украинский фронт, есть сирийский фронт, так как в годы Великой Отечественной войны мы помним, что были разные фронты, и они время от времени меняли названия. Да, то есть сначала это был Воронежский фронт, потом украинский, потом там, мог поменять название вплоть еще до какого-то. Аналогично происходит и здесь. Меня радуют события на сирийском фронте, и меня обнадеживают события на украинском фронте по той простой причине, что уже несколько недель нет обстрелов, не гибнут люди, и главное, не гибнут русские люди с двух сторон. Даже те люди, которые считают себя не русскими, мы же прекрасно понимаем, это обманутые русские, которые пока поверили в этот обман, который им навязали. Но эта пелена украинства, воинствующего украинства спадет, и все разумные люди прекрасно поймут, вспомнят и покаются, что украинство это культурный феномен, да, этнографический феномен Юга Руси, а как он только становится политическим проектом, то он становится абсолютно русофобским по определению и человеконенавистническим, который приводит к уничтожению государства. 3 страны на постсоветском пространстве достигли наибольших успехов в борьбе с русским миром и русофобией. Это бывшая Украина, Грузия и Молдавия. Мы видим, что все эти 3 страны потеряли значительные части своих территорий, и именно эти 3 страны из 166 стран, являющихся
Ну, из 166 стран со всего мира, которые предоставляют статистику ВВП, именно эти 3 страны показали наибольшее падение ВВП. И вообще всего 5 стран показали падение, из них 3 это Украина 35%, Грузия 29% и Молдавия 15%. Для понимания, тот же Таджикистан, который на протяжении десятков лет по сути находится в состоянии гражданской войны, показал 12% роста ВВП. А здесь потеря территории, сокращение населения и резкое падение уровня жизни и вообще валового продукта, что приводит к одной только мысли. Русофобия невыгодна, русофобия смертельно опасна и для государства, и для тех людей, кто ее исповедует. Поэтому любите своих ближних, помните, что вы русские люди не просто по национальности, а по цивилизационному выбору. Неважно, русский еврей, башкир, татарин, там, чеченец, осетин, это все составляющие одного народа, я уже не отделяю, тем более белорусов, украинцев, которые являются составными частями нашего великого единого народа, который дает возможность плодиться, размножаться и хорошо себя чувствовать на своей родной земле. Огромное спасибо.